Всем привет! Сегодня поговорим о том, что запрещено делать в Египте. Что нужно знать туристу, чтобы отпуск не закончился штрафом, депортацией или тюрьмой. Я собрала 10 простых правил, которых следует придерживаться во время отдыха в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Каире. Конечно, об этом уже много написано в интернете, но я заметила, что многие люди просто не знают, о чем говорят, или переписывают устаревшую информацию с целью получения какой-то выгоды от туристов. В 2023 году я суммарно прожила в Хургаде 5 месяцев и хорошо изучила местные правила. Сегодня я поделюсь ими с вами, чтобы ваш отпуск прошел в отеле, а не в тюрьме. Начнем с таможенных правил. Что нельзя ввозить и вывозить из Египта? В Египет нельзя ввозить более 200 сигарет и 1 литра крепкого алкоголя на человека. Излишки конфискуют на таможне. Также в Египет запрещено ввозить предметы, оскорбляющие ислам. Это непристойные фильмы, откровенные фотографии, журналы, в которых есть фотографии обнаженных женщин и так далее. Все это строго запрещено. Что нельзя вывозить из Египта? Конечно же, то, что составляет главную его гордость – дары Красного моря. Никаких кораллов, ракушек и прочих вещей, которые вы нашли где-то на берегу, в вашем чемодане быть не должно. Конечно, у таможни не возникнет вопросов к простым сувенирам. Например, браслетик из ракушек вывозить можно. Запрет также распространяется на особенно ценные предметы. То есть, если вы вывозите из Египта что-то коллекционное, редкое, то, конечно же, у таможни возникнут вопросы. Все это нужно декларировать и не рассчитывайте, что вы быстро пройдете границу. Второе правило касается дресс-кода. Как одеваться в Египте? На законодательном уровне дресс-код для туристов, конечно же, не установлен. В Египте нет полиции нравов. На этот счет не переживайте. В отеле вообще можно носить все, что угодно. Единственный запрет, который есть почти на всех пляжах Египта, это загар топлес. Но вот если вы собираетесь на экскурсию в город или, например, на рынок для местных за фруктами, то тогда стоит одеться скромно. Когда я говорю скромно, я не имею в виду, что мужчина должен надеть брюки и рубашку, женщина платье в пол. Нет, одежда должна быть просто уместной. Никаких слишком коротких юбок, шорт, которые напоминают трусы, коротких просвечивающих топиков и так далее. Просто оденьтесь скромно. Если вы хотите посетить мечеть, то тут дресс-код строгий. Нужно обязательно прикрыть колени, плечи, женщинам нужно покрыть голову. Прошлое видео с полезными советами о Египте собрало большое число лайков и комментариев. Огромное вам спасибо! Я все читаю, и мне очень приятна ваша обратная связь. Это мотивирует меня снимать новые видео. Третий запрет касается путешествий по стране. Египет – это не та страна, в которой вы можете свободно перемещаться, куда вы захотите. На некоторых маршрутах для туристов есть ограничения. Иностранцы могут путешествовать по ним только в составе туристической группы и в сопровождении полицейского конвоя. Под запретом также самостоятельные путешествия на острова и в пустыню к бедуинам. Это не только не разрешено, но и опасно. Четвертый запрет касается Красного моря. Сейчас в Египте очень трепетно относятся к главному богатству страны – Красному морю. Если туриста заметят за тем, что он выбрасывает мусор в это море, то его, конечно же, оштрафуют. Также в Египте запрещено прикасаться к кораллам во время снорклинга и дайвинга. Это, кстати, тоже не только не разрешается, но и опасно, потому что живые кораллы могут вас обжечь. Кроме того, в Египте нельзя плавать после заката. Это не регулируется на законодательном уровне, но все же это правило очень строго соблюдают. Береговая охрана всегда выгоняет туристов из моря с наступлением темноты. Они делают это не из вредности. Все дело в том, что именно после заката в Красном море начинают охотиться самые опасные хищники. К тому же в темноте очень легко наступить на опасную рыбу-камень и морского ежа. Поэтому никогда не пытайтесь обойти этот запрет, не купайтесь в Красном море после заката. Также не стоит купаться и в бассейнах,
потому что в отелях после заката начинаются плановые чистки. В воду добавляют большое количество хлорного раствора. Он может вызвать раздражение, аллергию или обернуться другими неприятностями для кожи. Пятый запрет касается фотографий. В Египте запрещено фотографировать армейские и стратегические объекты, а также полицию. Если туриста поймают за этим занятием, то ему грозит разбирательство, которое в лучшем случае обернется просьбой удалить фотографии, в худшем случае штрафом, тюрьмой, депортацией. Также в Египте не стоит фотографировать местных женщин. Если они это заметят и обратятся в полицию, вас тоже ждет допрос. Лучше ограничьтесь фотографиями на фоне туристических объектов, тогда проблем точно не возникнет. Шестой пункт – сожительство с египтянами. Это относится скорее к женщинам. Не секрет, что у многих египтян русские жены, а курортные романы очень популярны в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Так вот, если у вас случилась любовь на каком-то из курортов, то ни в коем случае не соглашайтесь на уговоры египтянина остаться пожить в его квартире. Также не стоит ходить к нему на свидание, в квартиру или в гостиничный номер, потому что такие вещи считаются в Египте проституцией, а за это положено уголовное наказание. Седьмой запрет касается алкоголя. Алкоголь в Египте не запрещен. В отелях на все включено, он льется рекой. Также вы можете найти его в специализированных магазинах в городе и в каких-то ресторанах. Но вот распитие алкоголя на улице строго запрещено, как и пьяные выходки. За это туристы могут отправиться в полицию. Также не стоит злоупотреблять алкоголем во время отдыха в отеле. Если туристы устроят дебош, а персонал вызовет полицию, то все это закончится очень печально. Следующий момент – обмен валюты. В Египте два рынка обмена валюты – официальный и черный. Разумеется, на подпольном рынке курс гораздо выгоднее. Но все же, когда вы приедете в Египет, не стоит искать менялу и соглашаться с ним на выгодную сделку. Потому что если полиция поймает вас за таким делом, то наказание понесут оба, и тот, кто меняет деньги, и тот, кто их принимает. Поэтому никогда не меняйте деньги на черном рынке. Да, в соцсетях полно предложений, где вас заманивают очень выгодными курсами, предлагают взять доллары, евро, даже рубли, переводы на карту, что угодно. Но не соглашайтесь, потому что вы очень сильно рискуете. Лучше поменяйте деньги в банке или в банкомате. Это всегда надежно. Девятый пункт – проникновение в запрещенные места. И лучший пример здесь – пирамиды. Раньше на пирамиды были даже такие экскурсии. Туристы могли подняться в сопровождении гида прямо на вершину. Потом египтяне поняли, что это наносит огромный ущерб историческим объектам, и сейчас это запрещено. Но некоторые туристы ради красивых фотографий хотят все же подняться на эти пирамиды незаконно. Никогда так не делайте. Есть свежий пример. Американский блогер решил подняться на пирамиду тайком, чтобы снять прекрасный контент. Как только он это сделал, он оказался в полиции на 5 суток. Еще один пример – закрытые пляжи в Хургаде. На отельный пляж человек с улицы просто так не попадет. На городской тоже. Там всегда есть пункт охраны, где нужно заплатить деньги, чтобы пройти на этот пляж. Есть и такие заброшенные пляжи, которые обнесены заборами. В них могут быть лазейки, но не стоит через них пробираться, потому что если вас поймает полиция, то, конечно же, это обернется разбирательством. В общем, никогда не игнорируйте запрещающие знаки в Египте. Следующий пункт – критика ислама. В каждой мусульманской стране обязательно находятся туристы, которые громко и недовольно жалуются на то, что сегодня их разбудил утренний призыв к молитве, который разносится с мечети или из громкоговорителей. И если в той же Турции вам на это ничего не скажут, хотя подумают, что вы не уважаете их культуру, то в Египте за это могут и наказать.
Также тут ни в коем случае не стоит фотографировать или, не дай бог, смеяться над человеком, который в любом месте, где бы он ни находился, внезапно расстилает коврик, падает на колени и начинает молиться, потому что пришло время молитвы. Это и любое другое неуважение к исламу в Египте наказуемо по закону. Соблюдайте элементарные правила вежливости и уважайте чужую культуру. Тогда проблем на отдыхе у вас никогда не возникнет. Напоследок дам еще несколько полезных советов, которые пригодятся тем, кто летит в Египет в первый раз. Это не запреты, а скорее предостережения, к которым стоит прислушаться, чтобы отдых прошел хорошо. Не пейте воду из-под крана. Во-первых, это опресненная морская вода с неидеальной степенью очистки. Во-вторых, в Египте старые трубы, которые ухудшают ее качество. Не ешьте местный стритфуд. В Египте в уличных кафе санитарные нормы оставляют желать лучшего. Наши желудки к такому не готовы. Лучше питайтесь в отеле или в приличных ресторанах. Не пользуйтесь городским такси. Водители, которые сами вас зазывают, часто обманывают туристов. Лучше вызовите Uber или Careem. Это дешевле и безопаснее. Не берите экскурсии у отельных гидов. Вы знали, что они завышают цены в 2, а то и в 5 раз, а предлагают те же самые туры, что и другие агентства с адекватными ценниками? И последний совет – не заплывайте за буйки. Встреча с акулой – это что-то пострашнее, чем встреча с полицией. Больше полезных советов для новичков я собрала в отдельном видео, которое называется «Египет в первый раз». Я советую его посмотреть, чтобы ваш отдых прошел идеально. Заглядывайте в описание под видео. Там я прописала для вас все ключевые моменты и оставила много полезной информации. Ставьте лайк этому видео, чтобы ваш отдых в Египте был прекрасным. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только.